Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что переохлаждение понижает иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период роста заболеваемости коронавирусом необходимо оставаться в тепле и не переохлаждаться. Она отметила, что сейчас необходимо соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. К их числу относятся масочный режим, гигиена рук и социальная дистанция. Главное – это стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, отметила она. Какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости COVID-19 делать тяжело, добавила специалист. С началом сентября в России снова стало расти число новых случаев заражения коронавирусом, так как люди все чаще стали пренебрегать основными правилами безопасности в условиях пандемии. В частности, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения Эрик Бравко напомнил, какой стороной нужно носить защитную маску и как правильно ее использовать. Сторона классической маски, которая стерильная, прикладывается к лицу, а внешняя сторона смотрит наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски, рассказал эксперт, и также напомнил, что одноразовые маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать, многоразовые постоянно стирать. В Москве выявлен максимум смертей за сутки от COVID-19 с 13 июля. Умерли еще 32 человека. С начала пандемии зарегистрировано 5314 летальных случаев. Напоминаем, что с 5 октября в столице начнут действовать новые ограничения, при этом закрывать непродовольственные магазины пока не планируется. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович посоветовала избегать повторного введения масштабных ограничений на экономическую деятельность из-за COVID-19, так как они негативно сказываются на здравоохранении. При этом она допустила, что локальные ограничения могут быть выходом из ситуации. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик. Все самые актуальные новости Москвы и России, а также главные мировые новости у меня на канале. С уважением, Ренат.